Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как часто к вам приходят клиенты с маникюром, выполненным у другого мастера? Можно выполнить коррекцию или перенаращивание, но не всегда достаточно времени. В таком случае выполняем коррекцию, и как это сделать, покажу в этом видео. Не будем затягивать, давайте приступать. Поехали! Вот что мы имеем. Тут была выполнена коррекция мастером по-быстрому, есть ряд замечаний, но это не столь важно, потому что сейчас мы должны снять старый материал до тонкой подложки, для того, чтобы выполнить новую коррекцию. Если оставить много старого материала, то он будет давать излишний объем по боковым сторонам, и ногти визуально будут смотреться широкими, объемными. Также мы планируем сменить форму на натуральный миндаль. Для снятия использую твердосплавную насадку с зеленой насечкой. Убираю все отслойки, которые имеются, сглаживаю поверхность. Важно во время коррекции выполнить заужение боковых сторон, для того, чтобы ноготь был более изящным на свободном крае. Так интересно, под белым френчем скрывается старый красный, но ничего, впоследствии мы опилим, и этого не будет видно. Отодвигаю кутикулу стилусом с абразивом, для того, чтобы приподнять ее. Сразу придаю форму ногтям. Будет у нас натуральный миндаль. Пилкой 180 грит матирую ногтевую пластину, приподнимаю чешуйки и делаю плавный переход. Этот этап я выполняю именно до маникюра, для того, чтобы зашлифовать ноготь под кутикулой. Выполним маникюр. В этот раз буду использовать удлиненное пламя с красной насечкой. Приподнимаю кутикулу, вычищаю птеригий. Обязательно прорабатываем боковые пазухи, для этого поворачиваю палец на бок и шлифую валики. Предпочитаю сразу выполнить весь маникюр, чтобы к нему не возвращаться. Делаю срез ножничками, у меня со скругленными кончиками. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Все сделали, обезжирили, и наши подложки готовы. Хорошо, когда они остаются, но бывает иногда и такое, что материал настолько сильно отслаивается, что отслойка спускается все ниже, ниже и доходит до свободного края, и тогда в таком случае приходится перенаращивать ноготь полностью, и вся работа, которая была проделана до этого, по опилу впустую. Поэтому не всегда имеет место быть только коррекция, уже смотрим по ситуации, что выполнить в данном случае. Ну а мы наносим базовое покрытие, тонким слоем полимеризуем в лампе. Следующим этапом добавляем красивые розовые блестки в зоне кутикулы и делаем растушевку. Все как сейчас модно. Кстати, вы помните эти блестки? Я их заказывала на сайте AliExpress. У меня есть подробное видео на канале с обзором, а также с ссылками на все товары. Для моего задуманного дизайна понадобится несколько видов гелей.
молочный, прозрачный, а также белая гель-краска. Выставляю несколько шариков на палитру, набираю краску тонкой кисточкой и ставлю небольшие точки. После чего слегка перемешиваю, это важное слово слегка. Если перемешать сильно, то получится однородная масса и не будет виден задуманный дизайн. Важно, перед тем, как поставить шарик материала на ноготь, обязательно нужно промазать тонким слоем, чтобы следующий материал легче распределялся. Ставим шарик на наивысшую точку и очень аккуратно помогаю распределиться материалу. В этот момент главное не делать взбалтывающее движение по этой же причине, что гель может стать однородным без прожилок. Поэтому здесь я не могу выполнять выравнивание тонкой кистью, потому что будет искажен задуманный рисунок. Немного натягиваю материал на свободный край и можно перевернуть руку для распределения. Отправляем в лампу на просушку, поскольку слой объемный, не менее 1,5 минут. Выкладываю очень аккуратно, проворачивая кисть на поверхности ногтя. Если мне не хватает какого-то из гелей, молочного или прозрачного, то дополнительно добавляю. Что самое интересное, мы не можем понять, каким будет окончательный дизайн до опила, так как высота немного уйдет и дизайн изменится. На этом этапе окончательно придаем форму свободному краю, а также опиливаем поверхность. У кутикулы материал не трогаю, потому что там нанесены только тонко блестки, и затем дострою прозрачным в этой области. Почему я не сразу перекрыла прозрачным? Потому что хотела посмотреть, каким получится дизайн, и исходя из этого принять решение, стоит ли дополнительно перекрывать прозрачным, или, например, выбрать прозрачный молочный. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходите по ссылке в описании. Обезжириваю ногтевую пластину. Убираю полностью всю пыль. Снова промазываю весь ноготь прозрачным для увлажнения. Ставлю шарик геля только к кутикуле и слегка распределяю на нет. То есть на свободном крае его практически нету. Такой интересный дизайн, как будто бы кварцевый камень. Мраморный переход. Очень нежно и красиво. Но тем не менее хотелось чем-то еще разбавить этот дизайн. Мы выбрали серебряные наклейки. Мы долго выбирали, какие все-таки использовать, и одна из них прилипла мне на перчатку. Конечно, забавно так смотрится. Я подумала, ну ладно, пусть будет так, как есть. Разглаживаю наклейку силиконовой кистью и затем покрываем топом. Смотрим, чтобы блик был ровный. Затем перекрываем топом средний слой.
наш результат. Что ж, коррекция заняла не так много времени, а результат при этом потрясающий. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Я желаю всем успехов в работе. Пока-пока!